Итак, представьте себе картину. Конец 1920 года. Гражданская война в России, казалось бы, вот-вот закончится. Белые армии разбиты, победа в кармане. Но вместо мира страну захлестнула новая волна насилия, совершенно другая война, о которой почему-то не так часто вспоминают. И вот тут, конечно, возникает главный вопрос. Ну, смотрите, гражданскую войну, по сути, выиграли. Враг разгромлен. Так почему же Россия, вместо того, чтобы наконец-то выдохнуть, буквально взрывается изнутри? Это, знаете ли, такая загадка, которая заставляет совсем по-другому посмотреть на всю эту историю с победой большевиков. Этот период историки, знаете, называют «малой гражданской войной». И вот что в этом самое, пожалуй, поразительное. Это была война не с белыми, не с интервентами, то есть не со старыми врагами, нет. Эта Красная армия, армия-победительница, воевала против тех, кого она, по идее, должна была защищать, против крестьян и рабочих. Просто вдумайтесь в этот парадокс. Но чтобы разобраться, как вообще до такого дошло, нужно копнуть чуть глубже, в самую суть политики большевиков того времени. Именно она стала той искрой, от которой, можно сказать, полыхнула по всей стране. И имя этой политики — военный коммунизм. Что же это такое было, этот военный коммунизм? Ну, это была, мягко говоря, очень жесткая система. Вот посмотрите сами. Продразверстка — это ведь не просто налог. Это когда у тебя забирают все зерно, которое посчитали излишками. А что считать излишками, решали не крестьяне. Дальше. Отбирали лошадей, повозки. Мужиков массово забирали в армию. Торговать — забудьте. Любая частная торговля вне закона. А на местах, ну, там просто творился произвол местных комиссаров. Для миллионов простых людей все это сводилось к одному страшному слову — голод. И вот вам просто один пример, чтобы стало понятно, до какого абсурда доходила эта система. Тамбовская губерния, 1920 год. План по сдаче зерна — 11 миллионов пудов. А знаете, сколько там на самом деле собрали в тот год? Всего 6 миллионов. То есть по плану у крестьян должны были забрать не просто все, что они вырастили, а еще и почти столько же сверху. Это же просто, это был прямой путь к голодной смерти для всей губернии. Понятное дело, что такое терпеть бесконечно было невозможно. Чаша терпения переполнилась, и все это отчаяние, весь этот гнев, он выплеснулся наружу. Начались по-настоящему массовые, очень жестокие восстания. Полыхнуло по всей стране. И, пожалуй, самым мощным из этих восстаний была так называемая Антоновщина в Тамбовской губернии. Вы только представьте себе масштаб. До 40 тысяч повстанцев. Это целая крестьянская армия, которая реально взяла под контроль огромные территории. Конечно, советская пропаганда потом десятилетиями твердила, что это, мол, был кулацкий мятеж, что бунтовали одни богатеи. Но если посмотреть на факты, все было совсем не так. Это было восстание всего крестьянства, и бедных, и средних, всех, кто просто пытался выжить. Возглавил его бывший эсер Антонов, и цели у них были, скажем так, предельно конкретные — свергнуть большевиков. А лозунг какой? Смерть коммунистам. Тут уж без полутонов. Но, знаете, если бунт голодных крестьян еще можно было как-то предсказать, то настоящий шок для Ленина и его соратников пришел совсем с другой стороны. Оттуда, откуда никак не ждали. От их собственной элиты, их героев, матросов Кронштадта. Ведь кто такие были кронштадтские матросы? Их называли красой и гордостью революции. Это же была главная ударная сила большевиков в 17 году. Именно они, по сути, и привели их к власти. И вот теперь, в 21 году, эти же самые люди поворачивают оружие против них. Каково, а? Их главный лозунг, он просто гениально показывает всю суть. Власть советам, а не партиям. Что это значит на простом языке? Они хотели вернуться к тому, с чего все начиналось, к власти выборных советов, настоящей демократии, но без диктатуры одной партии. Фактически, они говорили: даешь советы, но без коммунистов. И это были не просто слова. У них была целая программа, которую они называли «призывом к Третьей революции». Чего они хотели? Да всего того, что обещали в 17-м. Честные перевыборы в Советы, свободу слова для всех социалистов, освободить политзаключенных. И главное, дать крестьянам наконец-то свободу на своей земле. По сути, это был прямой и открытый вызов всей системе власти, которую выстроили большевики. А дальше все закрутилось с невероятной скоростью. 1 марта — огромный митинг. 2 — они уже создают свой ревком, берут власть в крепости.
7 марта Красная армия уже идет на первый штурм по льду, и неудачно, с огромными потерями. Но уже 18 марта, после второго, куда более мощного и жестокого штурма, которым командовал Тухачевский, Кронштадт пал. Все закончилось буквально за 2 с небольшим недели. Так что же мы видим, если посмотреть на все это вместе? С одной стороны, тамбовские крестьяне, которые воюют, чтобы не умереть с голоду. С другой — матросы Кронштадта, которые требуют политических свобод. Казалось бы, совершенно разные люди, разные требования. Но посыл-то у них был один и тот же. Власть большевиков потеряла всякую поддержку. От нее отвернулись все. И вот этот сигнал, он был таким оглушительным, что игнорировать его было уже просто смертельно опасно. Страна на грани полного коллапса, полыхают восстания. И Ленин понимает, нужно что-то делать. И он идет на шаг, который тогда казался просто немыслимым. Он разворачивает корабль на 180 градусов. А логика тут была железная. Смотрите, экономика практически умерла. Производство упало до каких-то смешных 14% от того, что было до войны. По всей стране восстания, которые угрожают просто снести государство. И тут — бах, Кронштадт. Это стало последней каплей. Стало ясно, что все, точка невозврата пройдена. И вот прямо тогда же, в марте 1921 на 10-м съезде партии принимается то самое судьбоносное решение. Этим решением и стал переход к новой экономической политике, знаменитому НЭПу. И вот тут ключевой момент, который важно понимать. Это не было каким-то плановым, продуманным развитием социализма. Вовсе нет. Это был вынужденный шаг, уступка, которую у власти буквально вырвали силой крестьянских и матросских восстаний. Только посмотрите, насколько это был резкий разворот. Вместо продразвертки, то есть грабежа, вводят четкий налог, продналог. Заплатил, и остальное твое, можешь продавать на рынке. А раз можно продавать, значит, разрешили и частную торговлю, и мелкое производство. То есть, по сути, они отказались от самых основ военного коммунизма. Хорошо, но что же это тогда было? Такой себе компромисс с капитализмом? Или что-то другое? Давайте посмотрим, что НЭП означал на практике. Сам Ленин, кстати, этого и не скрывал. Он прямо говорил, что НЭП — это отступление, причем временное. Такая, знаете, передышка, чтобы спасти революцию. То есть это была не смена идеологии, нет. Это был чисто тактический ход, чтобы сбить волну народного гнева и, главное, удержать власть в своих руках. И вот тут, пожалуй, самое важное. Отступление было, но только в экономике. А вот в политике — ни шагу назад. Даже наоборот, гайки закручивали еще сильнее. Диктатура Компартии никуда не делась, а только укрепилась. При этом государство оставило себе все самое главное, так называемые командные высоты. То есть вся крупная промышленность, все заводы, банки, внешняя торговля — все это осталось в руках государства. Так что это был не возврат к свободному рынку. Это было скорее допущение некоторых его элементов, но под очень строгим контролем. Кстати, если посмотреть на налоги, то все становится предельно ясно. Почти 70% доходов в бюджет шло от государственной промышленности. А от всего сельского хозяйства, от миллионов крестьян, всего лишь около 5%. Сразу видно, кто в доме хозяин и у кого остались реальные рычаги управления экономикой. Получается такой вот парадокс. НЭП — это отступление от коммунизма, которое спасло коммунистическое государство. Так что же это было в итоге? Хитроумный, прагматичный ход, который позволил выжить? Или это был тот самый момент, когда изначальные, может быть, более свободные идеи революции были окончательно похоронены? Это, наверное, тот самый вопрос, на который каждый отвечает для себя сам.